Привет, друзья! Сегодня мы готовим запеченный корень сельдерея. Обязательно досмотрите до конца. Мы расскажем, какими важными и полезными свойствами обладает корень сельдерея. Не забудьте подписаться на канал и оставить комментарий. Корнеплод в студию! Не пугайтесь, вот он, такой наш красавец. Для начала нужно почистить корень. Ну вот, теперь другое дело. Далее нам нужно нарезать сельдерей на средние квадраты. Пока я буду нарезать сельдерей, я расскажу вам о пользе этого корнеплода. Корень сельдерея – низкокалорийный диетический продукт, богатый витаминами К, С, калием и клетчаткой. Он улучшает пищеварение, работу сердца, снижает холестерин и укрепляет иммунитет. Благодаря высокому содержанию калия он помогает снизить артериальное давление, уменьшает уровень плохого холестерина и укрепляет сосуды. Высокий уровень витамина С и антиоксидантов помогает бороться с воспалениями, предотвращает простуды и снижает риск рака. Содержащаяся в нем клетчатка стимулирует перистальтику кишечника и служит пребиотиком, пищей для полезных бактерий в вашем микробиоме. Все это помогает мягко очищать организм от токсинов. Если вы занимаетесь спортом или хотите похудеть, то корень сельдерея – идеальный продукт для вас, так как калорийность запеченного продукта составляет всего около 42-50 килокалорий на 100 граммов. Этот продукт многие обходят стороной, и очень зря. Я нарезал корень на такие кубики, и теперь мы пересыпаем его в миску, солим, добавляем перец и масло. Осторожно перемешиваем и выкладываем в посуду для запекания. Запекаем в духовке при 180 градусах 45 минут. Важно, сельдерей должен стать мягким. Какой аромат стоит на кухне и какая красота! Посмотрите, как корень идеально запекался и сохранил все полезные свойства. Выкладываем на блюдо для подачи и посыпаем зеленью. Обязательно приготовьте этот полезный корнеплод. Друзья, а теперь самое интересное – ваш фидбэк. Напишите в комментариях, как вам такое блюдо. Также не забудьте подписаться и поделиться с друзьями. Рецепт в описании. Приятного аппетита!